У меня оказался артефакт из прошлого – губная гармошка. Это инструмент для связи с умершими людьми. Мы с Пашей спасли неупокоенную душу убитого дальнобойщика, которая не могла покинуть этот мир. Но произошло неожиданное. Паша оказался заперт на кладбище. Оказывается, есть некое существо, хозяин кладбища, и это его территория. Давайте посмотрим, кто это такой. Хозяин кладбища – это дух, который покровительствует кладбищу и поддерживает порядок на нем. По одной версии, хозяином кладбища считается первый захороненный на кладбище умерший мужчина. По другой версии, это коллективный разум всех духов погоста. Обычно хозяин обитает в более старой части кладбища, ближе к первой или самой старой могиле. Считается, что хозяин может проявлять себя в виде серого тумана или сгустка черной энергии. Также он может появиться в виде стаи ворон, собаки, кошки и различной живности, вплоть до насекомых, а иногда принимать облик человека. Получается, хозяин кладбища – это эгрегор, возникший в результате скопления большого количества энергии, которая выбрасывается после смерти каждого человека. Души сбрасывают энергию, и есть некая сила, которая управляет процессами на кладбище. Хозяин кладбища потребовал артефакт в обмен на Пашу, и я отправляюсь на его поиски. Вот я приехал в Успенский мужской монастырь. Он расположен в городе Красноярске, на берегу реки. Вот. Очень красивое место. Здесь большой храм, есть маленькие храмы, звонница. На самом деле я периодически здесь бываю, и даже вон там звонят колокола, и иногда пускают людей позвонить. То есть я в эти колокола звонил. Очень сильное место. И я думаю, что здесь я найду то, что мне нужно. Сейчас я немного расскажу, что это за место, чтобы вы понимали. О, знак. Так, прозвонили колокола, видимо, наступил какой-то час. Я считаю, что это знак, и я все правильно сделал. Я приехал туда, куда нужно. Сейчас я немножко расскажу о том, что это за место, а потом я буду искать артефакт. Свято-Успенский мужской монастырь расположен в поселке Удачном, в городе Красноярске, на берегу реки Енисей. Его открытие состоялось в 1879 году. Он пережил наводнение и приход большевиков. В 1920 году с приходом советской власти монастырь закрыли, а монахи были выселены. Восстановление монастыря началось с 2000 года. В 2011 году начато строительство каменного храма. Монастырь развивается не только духовно, но и как культурно-исторический центр. Также здесь есть ухоженная территория с беседками и скамейками для отдыха на берегу Енисея, благоустроенная набережная, где можно покормить уток, а вечером здесь включают подсветку монастырских стен. Сейчас я нахожусь возле главного храма Успенского монастыря. Это храм в честь иконы Божьей Матери Всецарицы. Сначала я решил, что зайду в этот храм, куплю свечу, куплю икону,
отвезу все это на кладбище, отдам хозяину кладбища, и он освободит Пашу. Но на самом деле все гораздо сложнее. Потому что эти вещи, о которых я говорю, свечи, иконы, они, конечно, имеют силу, но их очень много, их достаточно большое количество. Но хозяин кладбища затребовал артефакт. Итак, что такое артефакт? Это предметы, либо вещи, созданные людьми или какими-то другими существами, незримыми существами, либо некими силами. И эти предметы, артефакты, они обладают уникальным набором качеств и свойств. То есть они имеют какой-то сакральный смысл, имеют определенный символизм и какую-то внутреннюю силу. То есть это необычные предметы. И их просто так не находится в большом количестве. Их очень мало. Поэтому свечи и иконы здесь не подходят. Ну что делать? Мне нужно найти артефакт, который создан вот этим местом, вот этим Успенским монастырем, вот этой святой землей. Я считаю, что это очень сильное место, очень сильная земля. Поэтому здесь явно где-то должен быть сгенерирован какой-то артефакт. Ну, я надеюсь, что даже не один. Поэтому я сейчас буду ходить по монастырю, по территории. Сейчас людей практически нет, поэтому я спокойно буду, как фотограф, ходить и искать какой-то артефакт, который мне откликнется и который я смогу забрать с собой, который поможет мне спасти Пашу. Вот. Ну что, отправляемся на поиски артефакта, который создан вот этим местом. Когда я снимал колокольню, мне встретился мужчина, который заговорил со мной. Причем разговор был странный. Как бы я говорю об одном, он говорит о другом. Камеру я включил не сразу, а только тогда, когда понял, что разговор не случайный. Как будто мне дают зашифрованную информацию. Послушайте наш разговор, он коротенький, и напишите в комментариях, есть ли в его словах какой-то скрытый смысл, тайное послание для меня. Потому что у меня осталось очень странное чувство после этого разговора, как будто само место пытается мне что-то сказать, но делает это иносказательно. Если вдруг вы что-то услышите в этих словах, почувствуете, напишите об этом в комментариях. Который находится здесь. Вот примерно так. Да нет, это не паника, поймите так правильно. Со стороны, конечно, вот так это вот. Можно все посмотреть, сказать замечательно, оно и так, но когда уже сам за это берешься, это уже как-то уже не то. Это типичное. Но хоть раз в жизни-то надо попробовать самому создать колокольный звон. Нет, ну подождите, я же не намекаю на то, что мы состроили, мы здесь находимся в данный момент. Ага. Вот, как говорится, при монастыре. Вот я про что говорю. Вот. А то, что создавали те другие. Уже. Уже не каждому дано. Не каждому. У кого есть талант, а у кого его и нет. Ну правильно. Ну разве только что в случае необходимости дом себе построишь, что где-то еще туда-сюда, а так-то серьезно к этому делу относится. Да, ну ладно. Ага, ладно, так все. Далече, что ли? Нет, с Красноярска отсюда. Красноярска? Да. Откуда именно? С правого берега. Ну понятно, правобережье. Обычно всегда смотрим туда, на ту сторону. Да. Вот я часто и там я поработал. В командировке был. Предлагали мне даже, куда же мне предлагали-то в командировку съездить? На Кубу. Я говорю, не что ребята, знаете почему? Почему? Это на всякий случай, мало ли что в жизни пригодится. Значит, такие дела. Вот, допустим, вы приезжаете на Кубу, но на Кубу одному не приедешь, надо приезжать с женой. Самый интересный фактор. Приезжаешь сюда, и вдруг жена там рожает. Потом, когда обратно уезжаешь,
уезжаешь один. Потому что на Кубе заведено так. Граждане иностранных государств, находящиеся на государстве Кубы, занимающиеся этими делами, закончив свои дела, уезжают, но те дети, которые рождаются там, становятся автоматически гражданами Кубы. А там нет двойного гражданства, нет? Двойного гражданства, вот насчет этого я там не слышал за то время. А двойного, наверное, нет. Поэтому я такое-то дело слышал и говорю, и ребята, я говорю, на Кубу не поеду. Ну, да как бы сразу догадайтесь. Здрасте. Скажите, а вот там написано в чаше вода или родник как-то где-то? А, наверное, отключили уже? Дело-то в том, что вы же прекрасно понимаете, Холодно что уже. зима, все, это уже все переключается, иначе тут будет страшное дело, лопнет все. Ага. Так что это только А так он к нему подходишь, он автоматически, вода Да, бежит. разумеется, он автоматически срабатывает. А, понятно. То есть такой постоянно тут родника такой вот тут. Ну, как такового нет, это... Скважина, да? Ну, я не знаю насчет скважины. Да почему скважина? Тут трубопровод. Откуда идет, Вот такой интересный дяденька попался. Вон он идет. Там еще мужчина подошел, спрашивал про воду. Ну вот, такие рассуждения про то, что не надо звонить, надо находиться и быть здесь. Да. Вот, есть ли в этом какой-то скрытый смысл в словах вот этого человека? Как вы думаете? Ну ладно, я отправляюсь на поиски дальше. Короче, хожу, и периодически позвякивают колокола сами по себе. То есть они не привязаны ко времени, просто что-то там звенят. О, интересно, это связано ли это с тем, что я здесь нахожусь с определенной миссией. Вот, продолжает что-то звонить, то одиночные удары, то сериями. О, может быть, это подсказка, что я подхожу к нужному месту. Вот здесь находятся могилы. Сейчас подойдем, посмотрим, что это такое. А это поклонный крест. Здесь горит лампадка. Вот здесь находятся 4 могилы. Одна послушник, 2 иеромонаха и архидиакон. Меня пока что манит немножко в сторону. Вот у меня такое чувство, что где-то это здесь. Что-то где-то здесь. Вот здесь дорожка. То есть я не хожу по газонам, я иду по отсыпанной дорожке, а колокол продолжает звонить. Как только я оказался в этом месте, немножко здесь, в этой стороне, колокол подает знаки. Ну вот сейчас я здесь пройдусь, поищу, что же здесь такое. Где-то здесь артефакт. Как он выглядит, я не знаю. Он должен меня к себе позвать, привлечь. О, интересно. Ничего, перезвон пошел. Где-то я близко. Так, тропинку вижу, сюда как будто идти надо. Иду. Ого, ничего себе. Нашел. Офигеть.
Знак идет. Я нашел. Я такого еще никогда не видел. Ничего себе. Только ложку взял и сразу перестали звонить колокола. Звон изменился. Ничего себе. Так, камеру не выключаю. Вот сюда иду. Звон изменился. Как будто это знак. Ну-ка, сейчас посмотрим. Ого, как куранты бьют. Ничего себе. Ого-го-го-го. Все. Колокола перестали звонить. Ничего себе, камеру не выключаю. Вот. То есть все под запись сделал. Увидел в дереве ложку. Ложка достаточно старая. Вот. И колокольный звон как будто показывал мне, что подсказывал, что это она. И как только я ее взял, все, колокольный звон прекратился. Ничего себе. Я не знаю, была ли здесь эта ложка до того, как я сюда пришел, либо она здесь появилась именно для того, чтобы я ее забрал. Но вот она, у меня в руках. Колокольного звона нет, тишина. Слышите? Ничего себе. Все, я думаю, что я добыл артефакт. И мне нужно ехать, выручать Пашу. В полночь я поеду на то самое кладбище и отдам этот артефакт хозяину кладбища. И заберу оттуда Пашу. Ну вот, я приехал на кладбище, привез артефакт, который я нашел в монастыре. Значит, здесь за городом выпал снег, кладбище находится возле деревни, далековато от города. Там у нас хорошо, тепло, а здесь уже выпал снежок. Ну давайте посмотрим, что мы здесь видим, какие здесь есть следы. Так, вот следы, это я тут разворачивался, а вот здесь я вижу следы собаки. Вот. Если мы вот сюда посмотрим, в какую сторону она шла? На кладбище или из кладбища? Ну ладно, все равно артефакт со мной. И нужно идти. Значит, сейчас приду примерно в то место, где я в прошлый раз встретил хозяина кладбища. Так. Вот я иду, а следы есть. Да, и следы ведут как раз туда, куда мне нужно идти. Так, вот, идем по следам. Охо-хо-хо-хо. Ничего себе. Вообще создается впечатление, что следы ведут туда, куда я иду. Как будто они подсказывают дорогу. Интересно. Ладно. Нужно быстрее приходить на то место,
и выручать Пашу. Что-то гудит, какой-то самолет летит. Ничего себе. Там сзади трасса, шоссе. Ездят машины. Там же железная дорога. Пока сильно звуков от нее не слышу. Как будто котенок замявкал. Аж голос пропал. Какое-то мяуканье услышал. Может, собака скулит? О, ничего себе. Какая-то напряженка прям с самого начала началась. Так, ладно, все. Быстро иду туда. Так. Ага, правильно. Прямо идем вон туда. Так, вот. У меня тут свои заметки есть. Так. О. Так, вот я пришел. Здесь, значит, стоит лавочка. И причем она стоит не в какой-то оградке, а прям немножко отдельно. Вот. Поэтому я сейчас положу на нее ложку, поставлю камеру вторую, достану диктофон и, наверное, призову хозяина кладбища, чтобы отдать ему откуп, вот этот артефакт, который я нашел на монастыре, а может быть, он сам меня нашел, потому что слишком все было там необычно. И заберу Пашу. Ну что, начали. Такс. Ага. Ну вот, артефакт лежит, камеру поставил. Фу. Тишина. О. Вот, артефакт, ложка лежит. Камера на всякий случай стоит, пишет. Так, ладно. Так, включаем диктофон. Все, запись пошла. Фу. Хозяин кладбища, я принес тебе артефакт. Забери его и отдай Пашу. Хозяин кладбища, я принес тебе артефакт, как ты просил. Забери его и отпусти Пашу. Так, сейчас чуть-чуть отойду. Значит, пусть это все стоит. Я немножко отойду, чтобы я ничего себе не помешал хозяину кладбища забирать артефакт. Значит, вон там все находится. Немножко со стороны буду. Ничего себе, напряженочка пошла. Что-то здесь затевается. Чувствую, прям опять немножко изменилось пространство вокруг. Ладно. Хозяин кладбища, я принес тебе артефакт. Забери его, возьми его и отпусти Пашу. Что там? Ложка. Ложка исчезла. Так, ничего себе.
Все, артефакт исчез. Значит, где-то должен быть Паша. Паша, Паша, ты где? Паша! Паша, ты где? Андрей, помоги! Помоги мне! Спаси меня! Паша, Паша, ты где? Паша, Паша, ответь! Отпусти Пашу, хозяин кладбища, отпусти его! Ты же забрал артефакт, я его принес, ты его забрал. Отпусти его! А что мне принести тебе? Что? Какой артефакт тебе нужен? В общем, ходил по тому месту, просил отдать Пашу. Бесполезно. На контакт со мной больше никто не вышел. Фу. Нужно вести какой-то другой предмет, другой артефакт. Вот где его искать? Так, Паша говорил про храм. Я съездил туда. Нашел реально интересный предмет, но оказалось не то. Значит, еще Паша говорил про место силы. Какое у нас есть место силы? Я вот тут хожу, думаю, что дальше-то как действовать. Про храм Паша говорил, и я съездил в монастырь. Но он еще говорил про место силы. И я вспомнил, было одно расследование, и мы там были. Фу, значит, надо ехать туда однозначно. И это место должно нам помочь, потому что оно уже нам один раз помогло, конкретно Паше. Фу, ну что, опять появилась надежда. Все, отправляемся за артефактом. Я приехал к восточному входу на столбы. Здесь очень интересные места. И я здесь проводил расследование. Если кто-то не видел, посмотрите. Здесь было обнаружено существо. Вот на вот этой лестнице. Впоследствии существо оказалось сгенерированной, светлой, сильной энергией. Потому что здесь место силы. Я начал это расследование один. Потом подключился Паша. И мы вместе с ним пытались найти это существо. В итоге мы его нашли. Сейчас я пойду наверх. У него было логово наверху. Здесь находится мраморный карьер, так называемый сиенитовый карьер, точнее. И там наверху находились какие-то бревна. Что-то из них хотели делать. И в этих бревнах у этого существа было логово. Это существо чистая энергия. Потому что здесь место силы. И я думаю, что если это все так, и здесь место силы, а существо это подтверждает, соответственно, я могу взять отсюда какой-нибудь предмет, который напитан сильной, светлой, мощной, позитивной энергией. Этот предмет я отвезу туда на кладбище, отдам хозяину кладбища, и Паша будет освобожден. Вот такой у меня план. Пока что мне вот пришло на ум вот это место, место силы. Вот такой плакат встретил, да. Кошка, ну, допустим, мяу, и две птички. Ставлю на рысь, я тоже. Нарисовано здесь. Поэтому здесь написано, что национальный парк – это дом для диких животных. Не носите, не водите, не берите сюда своих домашних питомцев. Вот, ну ладно, отправляемся дальше. Так, я пришел на место, где раньше лежали бревна. Они были вот здесь. Большая куча бревен, в котором было логово у этого существа. Сейчас бревен здесь нет. А куда они делись? Ну вот пока я шел, я стал замечать, что на самом деле здесь все немножко изменилось. А бревна делись вот куда. Смотрите. Вот из этих бревен сделали дорожку, такую отмосточку. Поэтому вот эти бревна здесь и лежат. Теперь эти бревна
охраняют тропу, которая ведет к месту силы. Дружочек, ты что? Вот прям подбежал к моим ногам. Ну вот, мохнатый колобочек. Но это не тот, который был там. Там был колобок из силы, а это красивенькая белочка. Привет, привет, привет. Вот он залез, вот он смотрит. Пробежал почти по моим ногам. Ну что, ребята, я уже, находясь здесь, просто встретившись с местным существом, с белочкой, уже напитываюсь, восхищаюсь и становлюсь позитивным, радостным. Счастье разливается от единения с природой, от того, что маленькое животное существо, дикое, заметьте, просто подходит к тебе дружелюбно, бегает рядом, смотрит, вдруг ты какую-нибудь вкусняшку дашь. Да, со вкусняшками, кстати, нужно быть осторожным, ничего как бы им вредного не давать. Но вот просто я нахожусь здесь, и здесь просто необычайно хорошо. Фу, явно место силы, явно. Я не знаю, генерируются ли здесь те самые сгустки светлой энергии, которые мы с Пашей тогда обнаружили. Но здесь место силы, поэтому я сейчас, наверное, возьму какой-нибудь камушек отсюда, который здесь пропитан вот этой силой, и повезу. Может быть, какую-то ветку. Не знаю, я сейчас буду уходить, прислушиваться к себе, и, может быть, какой-то предмет меня притянет, и тогда, может быть, он выберет меня, какой-то предмет. Я его возьму, отвезу и спасу Пашу. Значит, я иду, и вот здесь стоит дерево. И у него вот здесь, под корнями, лежит камень. И мой взгляд цепляется, и как будто внутри немножко так ёкает, какой-то дзынь, как будто звук. Я чувствую притяжение. Я думаю, что это, наверное, этот камень. Камень, который лежал под корнями дерева в земле, напитывался энергией этого места. Я думаю, что это он. Сейчас я его возьму. Я прошу у духов этого места разрешения взять вот этот камень, который пойдет во благо, во спасение моего друга Павла. Пожалуйста, дайте мне этот камень и силу этого места. Разрешите мне взять его с собой. Я вас благодарю. Очень необычный камень. Вот я его держу в руках и чувствую, что он как будто звенит. Какая-то легкая вибрация прямо вот с камня вот с этого. Я считаю, что духи дали мне разрешение его взять. И я еду сегодня ночью на кладбище спасать Пашу при помощи этого камня. Надеюсь, все пройдет хорошо. Фу, ну вот я опять здесь. Я привез другой артефакт, камень из места силы. Да, получается, предмет, который я нашел в монастыре, он не подошел, хозяин кладбища его не принял. А вот этот предмет из места силы, возможно, что он его возьмет. Очень на это надеюсь.
Так, куда идти-то? Вот, ага, еще следы мои остались. Так, аккуратненько, аккуратненько. Ой. Так. Пойду, я сейчас туда же, где и был в прошлый раз, где артефакт пропал. Хотя я думаю, что вообще не важно, где находиться, потому что все кладбище принадлежит хозяину. Вообще не важно, где мы будем находиться. Он, наверное, заберет артефакт в любом месте. Но здесь вот удобная стоит лавочка. Сейчас я опять по той же схеме положу его, поставлю камеру и постараюсь выпросить Пашу, чтобы хозяин кладбища отдал его. Фух. Железная дорога разговаривает. Опять я чувствую, что что-то не то. Значит, все правильно происходит. За мной уже следят. Однозначно. За мной уже наблюдают. Все, какие-то шуршания пошли, как будто кто-то здесь уже рядом. Где-то за спиной, вот за плечом, как будто кто-то уже стоит и смотрит на него. Хочет забрать. Ладно, все. Кладу его и начинаем обмен. Так, кладем сюда артефакт. Включаем свет. Все. Фу, артефакт стоит, камера пишет. Все. Буду действовать по той же схеме. Так, диктофон. Диктофон важная вещь, потому что с его помощью происходит связь. Потому что я ушами не слышу, только через диктофон можно услышать голос хозяина кладбища и Пашин. Фу. Потому что они находятся в иной реальности, как я понял. А диктофон позволяет писать паранормальные звуки. Все, опять напряженочка начинается. Там еще паровоз гудит, шумит. Прям вообще какие-то драконы. Ладно. Так, включаем диктофон. Вон там все стоит. Хозяин кладбища, я принес тебе артефакт. Прими его и отпусти Пашу. Фу. Хозяин кладбища, я принес тебе артефакт. Прими его и отпусти, пожалуйста, Пашу. Артефакт исчез. Исчез. Все. Исчез артефакт. Исчез. Паша. Паша, ты где? Паша, иди ко мне, Паша. Паша, Паша, выходи. Андрей, мне плохо. Помоги. Помоги, пожалуйста. Андрей, поторопись. Мне плохо. Мне плохо. Паша, Паша, ты где? Верни Пашу. О! Хозяин кладбища, верни Пашу. Отпусти Пашу. Прошу тебя, отпусти Пашу. Нет. Мне нужен другой артефакт. Да какой другой артефакт? Скажи, что тебе нужно? Что тебе нужно? Так, диктофон, диктофон, где диктофон? Вот он.
получилось. Не получилось. Нужно искать другой артефакт. Паша. Я долго думал, куда съездить на поиски артефакта, и вспомнил об одном интересном месте. Однажды я здесь уже был, и я проводил здесь расследование, тестировал кассетный диктофон, который пишет паранормальные звуки. Это место находится практически посередине города. Здесь у нас проходит река, которая делит Красноярск на два берега, на правый и левый. Посередине находится остров Татышево. И здесь, на этом острове, есть лабиринт. Он находится в той стороне, куда раньше люди не ходили. То есть это было место такое далекое немножко от общего пользования. И там какие-то люди сделали лабиринт. Вот. Они проводили там какие-то обряды, то есть они какие-то ритуалы там делали, открывали себе какие-то третий глаз. То есть занимались самосовершенствованием именно в этом месте. Вот. Но потом здесь положили велосипедные дорожки. Вот они. Вот эти дорожки, они идут практически до того самого места. И те люди оттуда ушли. Наверняка они сделали себе другой лабиринт в каком-то другом, труднодоступном месте, чтобы никто им не мешал. А этот лабиринт превратился в некую достопримечательность. Вот. Я туда ездил, тестировал кассетный диктофон. Там записались паранормальные звуки, то есть была аномальная активность. И я думаю, что это место достаточно перспективное для того, чтобы там могло быть то, что мне нужно, то есть некий артефакт. Вот. Но это место находится на земле, в поле, там нет никаких строений, никаких построек. Поэтому я взял с собой, взял металлоискатель. Значит, сейчас я туда приду и буду производить визуальный поиск и поиск металлодетектором. Конечно, я не знаю, что сейчас с этим местом, я там давно не был. Наверное, оно все заросло травой, навряд ли его кто-то там поддерживает, этот лабиринт, в хорошем состоянии. Наверное, он зарос, но, тем не менее, место осталось. И это место, наверняка, оно содержит в себе ту силу, которая была там раньше. Очень много людей приходили туда, и была некая связь с космосом, с мирозданием, с иными мирами. Вот, поэтому идем туда на поиск артефакта, потому что очень мало времени остается. Паше очень плохо, и нужно действовать очень быстро. Ну что, конец дорожки. Здесь она заканчивается. Вот здесь она разворачивается. Я прошел 1750 метров от места стоянки. И сейчас мой путь будет лежать вон туда. То есть там находится лабиринт. Да, здесь асфальт заканчивается и начинается бездорожье. Ну что, мои ботиночки, скороходы-вездеходы, ведите меня к лабиринту. Так, кое-где на дороге лежит снег, потому что сегодня с утра шел снег с дождем. Потом он растаял, но я думаю, что скоро наступит зима в Красноярске и все засыпет снегом. Так, я вижу информационный знак вдали. Да, это лабиринт. Все, пришли. Вот он, солнечный лабиринт. Если кто не знает, то это аналог структуры древнего лабиринта Скользкого полуострова. Помогает сгармонизироваться, настроиться с природой. Его использовали монахи для молитвенного настроя, связи с Творцом. Да, здесь вложен космический принцип Солнечной системы и движения планет. Вот такая штука. А сам лабиринт, он находится вот здесь, в поле. Вот здесь в поле. Сейчас мы подойдем к нему и посмотрим. Ух ты! Так, вот это мы положим. Вот он, лабиринт. Вот он, лабиринт. Да, я думал, что он уже ушел под землю, но на самом деле нет. И более того, я вижу, что этот лабиринт посещается, потому что здесь присутствуют камни.
Вот камушки. Вот еще. Это центр лабиринта. Да. Птичка какая-то необычная. Ух ты. Да, интересно. Кто-то здесь бывает. Фу. Ну что, сейчас я кое-что сделаю. Духи и незримая сила этого места, я прошу у вас разрешения на посещение лабиринта. Я принес вам дары в знак своего уважения. Примите их. Я сделал подношение духом этого места. Сейчас зайду в лабиринт и буду просить помощи, буду просить артефакт. Фу. Ну что, пошли. Духи этого места, я прошу у вас помощи. Дайте мне, пожалуйста, артефакт, чтобы я мог спасти своего друга Пашу. Духи этого места, я прошу у вас помощи. Дайте мне, пожалуйста, артефакт, чтобы я мог спасти своего друга Пашу. Духи этого места, дайте мне, пожалуйста, артефакт, чтобы я мог спасти своего друга Пашу. Ну что, я дошел до центра. Вот, нахожусь в центре лабиринта. Сейчас включу металлоискатель и буду производить поиск, потому что глазами визуально я ничего такого не увидел. Ни один предмет не притянул меня. То есть интуиция моя молчала. Но я знаю, что здесь что-то есть. Где-то здесь что-то есть. Поэтому вот эти камни, которые здесь лежат, вот они лежат, камушки, вот так повдоль, я их брать не буду. То есть они что-то значат. Я буду искать что-то скрытое, какой-то скрытый артефакт. Поэтому включаем металлоискатель и начинаем поиск. Опа, есть сигнал. Так, сейчас я тут поищу. Что там такое? Что-то металлическое. Черный металл. Опа, есть. Вот. Нашел. Сейчас. О, ничего себе. Нашел ключи, связку ключей. Ничего себе. Может это быть артефактом. Вот в этом месте. Вот здесь практически вот середина лабиринта. И я вот здесь нашел связку ключей. Да. Ой, ё-моё. Вот так. Да. Сейчас мне нужно понять, действительно ли это артефакт, который предназначается для меня.
именно вот эту вещь отдают мне духи этого места, чтобы я мог спасти Пашу, или нет. Или это просто что-то такое здесь кем-то было закопано. Фу, ну что ж. Духи этого места, дайте мне, пожалуйста, знак. Этот артефакт для меня, дайте мне знак. Ого! Ничего себе! Это знак. Я вот держу ключи, и я чувствую, что они именно то, что нужно. Не знаю, по крайней мере, мне хочется, чтобы это так было. Ничего себе. Вот здесь, в лабиринте, нашел ключи. Все. Я забираю ключи, потому что я думаю, что они предназначаются для меня. И духи дали мне знак. Сейчас наступит полночь, и я поеду на кладбище выручать Пашу. Надеюсь, что все получится. Ну вот, я опять здесь. Привез ключи. Да. Мне кажется, что Паше все хуже и хуже. Потому что он находится в достаточно страшном месте. Живой человек в таком царстве мертвого. Вот. Ладно, иду выручать друга. У меня очень большая надежда на вот эти ключи. Так, идем сюда. Сейчас пойду на то же место, потому что там все происходит. Не буду экспериментировать. Уже прям отсюда начинается чувствование. Я уже прям кожей ощущаю, что темнота сгущается и что-то здесь происходит. Да. Так, ладно. Вот, я пришел на это место. Да, тут все по-старому. Ключи, очень сильный артефакт. Нужно верить. Главное верить. Эти ключи должны нам помочь. Паша, эти ключи тебе помогут. Эти ключи созданы мирозданием. Они созданы высшими силами. Они созданы землей. Я знаю, я верю в это. Я в это верю. Ключи – это артефакт. Все по той же схеме. Диктофон для связи. Так, немножко отходим. Хозяин кладбища, я принес тебе артефакт. Пожалуйста, освободи Пашу. Верни Пашу. Все, ключи пропали. Ключи сразу же пропали, как только я их оставил здесь. Отпусти Пашу! Отпусти Пашу! Отпусти! Паша! Паша, это ты? Андрей! Паша, ты где? Паша! Паша!
Паша, это ты? Андрей! Давай. Тихо. Давай. Давай, Паша, давай. Несколько дней Паша был безумен и очень слаб. Затем он начал приходить в себя и восстанавливаться. Его сознание прояснилось, и он рассказал, что с ним произошло на кладбище. Оказывается, мы нарушили правила хозяина, когда закопали кости убитого дальнобойщика. Мы не спросили разрешения, и хозяин кладбища решил наказать нас. Он перенес Пашу в иную реальность. Я отправился искать артефакт, чтобы отдать откуп хозяину. Я думал, что привозил обычные предметы вместо артефактов, поэтому Пашу не отпускали. Но оказалось, что это не так. Все 3 предмета – ложка, камень и ключи – это были сильные артефакты. Хозяин кладбища схитрил и обманул меня. Вместо 1 артефакта он получил 3. Я призываю всех, кто посещает кладбище, будьте почтительны и относитесь с уважением к этому месту. Паша потерял много сил и будет долго восстанавливаться. А еще он сказал, что во время поиска артефактов у меня открылись сверхспособности. Но что это такое, он не уточнил. Сказал, что всему свое время. Пожелаем Паше скорейшего выздоровления.